хорошие, с вами Вероника, я вас рада приветствовать. Сегодня расклад на тему трансформаций. Он у нас идет по энергиям имболка, то есть, именно этот праздник в колесе года несет с собой вот эти все перемены подобного толка. Расклад будет общий. И у нас будет 6 позиций. Еще в дополнение какие-то колоды я буду брать однозначно. Сейчас пока буду делать выкладку, определюсь, что именно еще надо. Или же уже в процессе будем смотреть. Так. Пока еще хотела такой вопрос затронуть по поводу... Задавали мне вопрос, как попасть на трансляцию. Смотрите, ребят, ввиду новых вот этих всех новых нововведений Ютуба, получается, что не могу я пока что на данный момент пользоваться сообществом. Там нужно 1000 человек, прежде чем открывается эта функция, насколько я помню. И если не ошибаюсь, возможно, что-то поменялось, но как бы у себя на канале я оставляю там какие-то заметки. Вот не знаю, видите вы их или не видите. То есть, пока нет возможности, там, знаете, с картинкой что-то напечатать, да, какую-то информацию вам выложить в доступ, в открытый для всех и сразу. Поэтому давайте под тем видео, которое у меня на основном моем канале, под шапкой канала идет, там, по-моему, 24 секунды. Вот под ним напишите, кому, когда было бы удобнее по времени, чтобы проходили трансляции. То есть прямой эфир. Там поболтать, что-то может подсмотреть по картам и тому подобное. Хотела бы сориентироваться, чтобы и вам было максимально удобно, и мне. Вот. Это что касаемо прямого эфира. В будущем будет это в Фейсбуке у меня анонсировано, либо же в Инстаграме. Давайте 6-ю позицию так. На Инстаграм я там чуть позже буду наполнять, скажем так. Именно так, как мне хотелось бы его наполнить. А, к сожалению, на все не хватает времени. Так, давайте, наверное, по 3 карты на каждую позицию. Или потом уточнять, даже не знаю. Оракул теней нам в помощь однозначно сегодня. Давайте-ка потом я уже буду уточнять, пока по 2 карты, а там, если что-то мне захочется, я доброшу. Какая-то у вас скука идет от тех людей, которые вас окружают. Вам скучно в том обществе, в котором вы привыкли находиться. Возможно, у вас там уже несколько лет это длится. Вот такие подсказки. Итак, смотрим первую позицию у нас. О чем она нам говорит? Это ваша сила. То есть эти карты нам покажут вашу сильную сторону. Либо же, если будет какой-то негатив по этой карте, да, по вот этим вот 2, мы увидим те болезненные ситуации, которые вы уже пережили, но благодаря которым вы стали сильнее.
Слушайте, ну тут не дать не взять называется. Здесь по справедливости работа против проклятий, работа против деструктива. Здесь работа на кладбище, возможно, у вас проходила. Либо это то, что вам предстоит сделать. И, кстати, еще хочу сказать, что у вас есть к этому препятствие, вас как останавливают. Давайте-ка досмотрим. Еще хочется уточнить этот момент. В этом ваша сила. Вы можете по справедливости это все отправлять недоброжелателям. У вас настроен верно внутренний триггер. Естественно, это не отменяет того факта, что когда мы берем свою определенную силу, да, магию в свои руки, мы можем и соскочить с этого пути. Естественно, на это будут нас провоцировать. Но это вторая история. То есть на данный момент у вас есть вот этот пункт, по которому вам есть допуск к этому. Работать с миром мертвых. Давайте-ка уточним. Но здесь ведьмы. Ведьмы, ведьмаки. Понимаете, ваша сила в том, что несмотря на то, что вас окружает и что у вас происходит в жизни, вы умеете настаивать на своем мнении. Но понимаете еще какой момент? Смотрите, у кого-то на вашем доме, у кого-то на одном из членов вашей семьи есть деструктивная программа. На это обратите внимание. То есть, если вы знаете, что у вас такая ситуация имеет место быть, и вы сомневаетесь, можете ли вы, не можете ли вы, да, поработать с миром мертвых, дабы это все отсечь, здесь можете. Здесь еще сила ваша в том, что вы добиваетесь своего. Вы можете отступить, можете остановиться на время для того, чтобы принять к сведению и мнение других людей. Возможно, в прошлом вы были податливы на мнение окружающих, но проработан этот момент. И у вас, получается, остался как ваш вот этот стержень. Хочу еще вот эту колоду в гости пригласить к нам. В чем сила? В ваших знаниях сила, в вашем даре сила. Императрица. Ну о чем здесь еще можно говорить? Вы интуицию хорошо слышите, вы понимаете, что бывают и взлеты, и падения. Иногда вы понимаете, что не нужно слишком радоваться, когда что-то произошло, либо слишком убиваться, если что-то из деструктива, да, вас настигло. Вы как-то вот нейтрально, философски к этому всему относитесь и идете к своей цели. Здесь вы человек, который может заботиться о всем мире, о людях во всем мире. Возможно, у вас работа связана с интернетом, то есть вы общаетесь, вы как-то помогаете другим людям. И неважно, чем вы занимаетесь, вы несете помощь им. Вы можете как-то даже, знаете, к чему-то человека подтолкнуть, да, направить на... Сказать верный, это не совсем правильно. Вы можете подтолкнуть человека к тому решению, которое на данный момент, в это время, ему будет более выгодно, более полезно, более правильно, да, более логично принять.
Ну, здесь еще, знаете, такая элементарная, скажем так, трактовка. Это для практиков, которые уже ведут людей, которые уже являются наставниками. То здесь как бы вашу силу показывают, что вы можете и, ну, и чистками заниматься, да, и при этом донести до человека некоторые истины, которые ему помогут в будущем, в его развитии. Духовном, душевном, да, для кого и в социальном, естественно, плане. Ну, то есть поднять человека на вибрации более высокие. Так, смотрим теперь вторую позицию. Это у нас идет карта, которая покажет ваше самое сокровенное желание. Вот чего вы хотите на самом деле. Можете, конечно, удивиться, но здесь вот такой вопрос можно задать. А осмелитесь ли вы говорить о самом сокровенном у вас? Опять же таки, для кого-то это изучение рун, как ни странно. Вот желание изучить руны, да, самое элементарное. Для тех, кто этого не хочет, здесь вы принимаете решение быть лидером, быть победителем. Для начала в кругу своего общения. Потом, если нужно будет, ваш круг расширится до большего количества людей. У вас здесь идет начало проектов. И проекты эти, где вы будете сами себе хозяином, вы будете лидером, и вы будете вести людей. И, кстати, через эти проекты вы будете давать людям свет. Нести вот именно свет какой-то. Он может быть абсолютно в разных проявлениях. Ребят, кто чем занимается, неважно, лишь бы это было по душе, от сердца. Вы можете и мести дворы, быть дворником, но вы будете с такой любовью выполнять свою работу, что автоматически будете очищать в том месте, где вы будете работать, будете очищать ауру всего пространства. Понимаете? И такое возможно. То есть вообще не важно, что это за проект, какая сфера. Важно то, с чем вы подходите к выполнению этого задания. А вы подходите здесь с очень хорошими энергиями. Сейчас еще уточним этот момент. Что там за начинание? Вот желание вашего сердца. Может быть, вы останавливаетесь из-за каких-то преград, либо которые вы сами себе выстроили, да, либо вы чего-то стесняетесь, либо боитесь, либо, ну вот, вам палки в колеса ставят, и вы все никак хотите, да не можете никак начать. Ну вот, пожалуйста, смотрите, выпала сама карта. Возрождение. Сейчас будем уточнять. Здесь борьба с зависимостями, это однозначно. Борьба с привязанностями какими-то. И из-за этого вы только желаете, но пока что не действуете. Сейчас посмотрим дальше. Смотрите. Желание вашего сердца. Да вы хотите возродить искру жизни через свою деятельность. При этом вы человек, который может прислушиваться к мнениям разных людей, и вы как будто здесь создаете свой круг общения, понимаете? Свой, ну давайте откровенно, если говорить, свой некий эгрегор.
да, где вы общаетесь с людьми ваших вибраций. Что такое эгрегор? Я думаю, вы знаете, это скопление энергии определенной. Она может быть различная абсолютно, но здесь у вас начинания, те, которые вы хотите совершить, они как людям будут нести, понимаете, вот этот вот, опять слово, натхнение. Понимаете, по-русски забыла, как это. Воодушевление, вот эту искру жизни, желание действовать, желание побеждать, что-то решать, что-то менять в своей жизни. Вот здесь, возможно, вы будете помогать людям, которые уже отчаялись, которые... Вы можете и психологом здесь работать, да, и... Да не знаю, да даже врачом вы можете воскрешать веру и желание жить в людях. Опять же таки, неважно, кем вы будете работать. Вот здесь мне идет информация вот реально для всех, вот как-то обобщенно, понимаете? Общая тенденция энергий. Вот истинное желание вашего сердца – помогать другим, созидать, восстанавливаться. Возможно, кто-то из вас, вот по вот этим картам, да, я подсматриваю, вы еще в каких-то зависимостях, в каком-то деструктиве. Если взять, ну, не знаю я, как это называется, обычную трактовку по Таро, здесь, смотрите, здесь вам тяжело идти в короля Пентаклей, то есть вас что-то останавливает, чтобы вы... не стали более зажиточным, более богатым, пусть будет так, да, но здесь еще для некоторых вы боретесь с каким-то пентаклевым товарищем, то есть тот человек, который под зависимостями. Не можете решить с ним этот вопрос. То есть смотрите, у кого что это за тормоза. Иногда бывают периоды, когда нужно завершать эти бойни, когда вы понимаете, что либо устали, либо надоело, либо еще что-то. Это искусство окончить магическую войну. Но, и еще раз но. Не все так просто. Да, смотрите, здесь вы хотите заниматься тем, что будет пробуждать умы людей, пробуждать именно, знаете, такие светлые, искренние чувства. Здесь еще связь с родом, вы будете помогать людям вот эту связь наладить. Ну, по вот этим вот влияниям, которые идут, да, вас этот человек хочет сдвинуть. Хочет он вас сдвинуть. И если вы что-то не начинаете, то знайте, что причина вот в этом. Нужно свое пространство почистить. Почистить себя, почистить свой разум и расставить приоритеты, что вам важнее. Бойня, либо ваше будущее. Хочу вам показать. Смотрите, что со свечой. Вы это видите? Вот это то, что вам мешает. Вот такая вот красота. Девочки, привязки вам делали однозначно. Здесь по свече прям это все показано очень хорошо. И здесь очень много... Как бы так правильно сказать? И смотрите, и на карту туз кубков падает. Здесь очень много мужских гениталий. Я не знаю, видно вам или нет. Может быть, вот так вот будет. Может, кто-то из вас что-то для себя дорассмотрит. Но кроме этих гениталий, здесь еще видно мужчину, который плачет.
Думает, плачет. Возле него, кстати, сущность. И сзади подпитка, и спереди. Страхи, трусость. Ну, в общем, ладно, а то я сейчас вникну в это слишком далеко. Там у него подпитка сзади со спины идет. Кто на ментале работает, можете рассмотреть. А спереди он как будто на вот эти свои страхи опирается и не может двигаться дальше. Понимаете, его как зажали, и он вот такой вот, ну, согнутый, короче, в спине, знаете, как знак вопроса. И спереди опирается на вот эти страхи, а сзади его в это время, его энергию вот так вот, ну, выжирают, короче. Если за какого-то мужика боретесь, ну, я хочу сказать так, будьте, вот любите и цените себя больше, понимаете? Если приходится бороться за какого-то мужчину, это уже в априори не ваш мужчина. Это мужчина должен за вас бороться с этим миром, понимаете? А не вы за него. И я не приверженец таких моментов, когда вот я хочу почистить своего мужчину. Да нахрен он тебе впал, если он не собирается сам за себя бороться, выбирать тебя, вашу семью, я не знаю, ваших детей. Кого ты собираешься чистить? Для чего? Для того, чтобы он что-то осознал. Но если он не осознал, и вы пришли к этому моменту, он уже у вас есть, значит, тебе пора двигаться дальше. А у него свой путь, свои уроки. Итак, третья позиция. Третья позиция нам покажет, что вам нужно исцелить. И нужно ли вообще это исцелять. Сейчас посмотрим, либо же здесь с вашей силой связано, либо же что. Ну да, ну точно, ну елки-палки, смотрите. Ваша сила в том, что вы творец своей жизни. Вы практик, если еще нет, вы будущий практик. Вам очень хорошо будет работать в новолуние. Вот в эти периоды пока что для вас больше всего положительных энергий будет. Еще есть такой момент, что вами манипулируют. Для некоторых может отыграться и так, что на вас действуют через вольт, через ваше фото, через ваши какие-то личные вещи. Девочки и мальчики, здесь вы должны соединиться со своим родом, дабы устранить некий деструктив с вас. Либо же здесь вы должны взять на себя обязательство по справедливости, отправить все, что было наслано на вас, и никого не щадить. То есть не нужно жалеть ваших недоброжелателей. Здесь были опои. Здесь вас опаивали однозначно. Блин, нужно уточнять. Ну да, здесь были конфликтные ситуации с неким персонажем, понимаете, вы с ним общались. Вам нужно или общаетесь, вам нужно исцеляться от этих отношений, от этого манипулятора. От человека-манипулятора. Если же не берем в аспект вот эти недомужики и манипуляторы, и нарциссы и тому подобное, здесь, как я уже вам сказала, работа в новолуние нужна. Вы с вольтом можете поработать. Создать его для себя.
Здесь, понимаете, здесь все ваши желания могут осуществиться. Вам нужно где-то даже отстоять себя. И где-то даже идти на конфликты, не боясь того, а что будет. А может и не будет. А если и будет, значит так надо. И вы должны научиться отстаивать себя. Здесь охрана границ ваших вам принесет исцеление. Ну, пожалуйста, вот в чем ваше исцеление. В том, чтобы быть счастливыми, наполненными. И в том, чтобы побеждать. По менталу очень хорошо вам работать будет. И здесь еще знаете, что ваши желания могут быстро осуществляться. То есть будьте осторожны в своих мыслях, помыслах, пожеланиях и куда вы используете вашу энергию. То есть, знаете, здесь опять же таки я четко вижу, что вы сами в состоянии переключить себя, вот как тумблер, понимаете? И расставить приоритеты, во что вкладывать себя и свою энергию. Вам нужно больше радоваться, вот быть наполненными. Здесь нужно учиться наслаждаться собой. Своими какими-то маленькими победами, возможно, чему-то новому обучиться. И заниматься тем, что вам нравится и что вы хотите делать. Исцеление. Ну, смотрите, из 2 колод 2 карты мага. В практике я вас приветствую. И вы здесь должны... И слушайте, а ну-ка я сейчас уточню. Не совсем, да, там 9, тут 10. Смотрите, здесь связь с родом. Ребят, здесь связь с родом. Вы должны уйти в счастье. Вы должны уходить в любые ситуации, где вы будете себя чувствовать радостно, наполненно и счастливыми. Так, смотрим 4-ю позицию. О чем она нам говорит? Мы сейчас узнаем, когда исцеляющая энергия находит выход у вас. Когда вот рождается то творчество, которое исцеляет. Сама карта исцеления выпадает. Так, здесь слушать мантры, это однозначно зачистка вашего пространства. Смотрите внимательно за тем, что вы говорите. Возможно, вам будет достаточно начать петь. Как это не банально звучит, но да, поверьте, оно очень помогает. Сие действо. Здесь еще с помощью определенных заклинаний чистки проводить. Ну, то есть элементарно чиститься. И вам нужно работать с кем-то в команде. Слушайте, еще раз мне говорят о том, что вам нужно выходить из окружения, где вас приносят в жертву. Или где вы себя чувствуете жертвой. Здесь еще нужно работать по поводу своего чувства вины. Зельеварением заниматься. Если на местах силы встретите ящерицу, вот это для вас и будет знак, что вы выходите из определенных ситуаций деструктивных. Здесь работа с богами должна быть на местах силы.
Чистки на кладбище для тех, кто работает с такими местами силы. И слушайте, тут такая информация мне идет. Вам нужно в дар те, кто работают на кладбище и кто на места силы поедет тоже. И здесь вот как что-то свое сварите, а? Не знаю, что хотите. Суп, борщ, какой-то отвар. Хотите что-то из еды, хотите какой-то отвар из трав. И вот прям вот это в подношение нужно дать. Сейчас кое-что хочу уточнить. Да, это вас освободит от кое-чего. Да много от чего, короче, освободит. Я просто задала вопрос по одному из ритуалу. Уточняла, то ли это. Знаете, что еще? Хотя нет, не буду я это говорить во всеуслышание, не стану. Это я просто для себя уточнила по поводу одного ритуала, который на кладбище проводится. И здесь очень хорошо. Короче, вот то, что я вам озвучила, вы начните с этого момента. Вот это и будет для вас. Вам нужно исцеляться, девочки, мальчики. Здесь зачистка и пространства, и людей, и своей головы, своих мыслей. Ментал, астрал. Все это нужно приводить в порядок. Вы когда исцеляетесь, понимаете, чистку тут же проводите какую-то, у вас вот это желание творить, действовать, преобладает над тем деструктивом, который на вас накидывают. Вас в ограничения сажают, а вам нужно это разрушать. По ходу, точнее, прошу прощения, по поводу работы на кладбище, подойдите, пожалуйста, творчески ко всему, интуитивно прислушиваясь к своему роду. И здесь у вас будет как освобождение от вот этого вот ограничения, в которое вас вкидывают. Раз выпали эти карты, я их так и оставлю. Они у меня обычно не просто так вытрушиваются. Много энергии выбрасываете на защиты, на борьбу. Пришла пора в большую степень из своей энергетики отдавать созидание. Иначе так и будете бороться. Это будет нескончаемая борьба. Здесь налаживание общения со своим родом. Так, смотрим пятую позицию. Какие планы вы можете строить на данный момент? Какие планы? Вы должны научиться любить себя в хорошем смысле этого слова. И вы не должны бояться принимать решения. Какие решения по второй позиции смотрите?
Ну ты посмотри. Нет, я это отдельно хочу. Здесь кто-то очень навязчиво вас как постоянно вызывает и манипулирует вашими эмоциями. Вы сливаете свою энергию. Слушайте, ребят, вы сливаетесь. Планы. Здесь либо воспоминания о том, как у вас когда-то было хорошо до встречи с вашим недоброжелателем, да, пока ваши планы не нарушили. Здесь вот кто-то очень активно лезет в ваше пространство. Какие планы, ёлы-палы? Ребята, здесь нужно обрубать вот это все. Оно как искусственно подсаженные вам мысли, понимаете? И вы как не видите перспектив. Вот. Вы не видите, у вас нет запала какого-то, или его вам не хватает, да, на то, чтобы начать что-то созидать, делать новое. Здесь либо кто-то по мужику убивается, либо кто-то вот сидит и думает, ой, а какая у меня хорошая была работа, больше такой не будет, к примеру, я вам говорю. Все в каких-то воспоминашках. Здесь я ваших планов лично вообще не вижу, кроме вот этих двух карт. И сразу же в ваши планы влезает другой человек, который вами манипулирует. Ваши планы, они как в подвисшем состоянии. Вам нужно рубить этот Гордиев или Гордиев узел. И знаете, в первую очередь, как? Внутри себя. Ну, о чем здесь еще можно говорить? Здесь хотят ваших ресурсов, здесь хотят, чтобы вы заботились. Вы должны заботиться не о ком-то, а о себе, понимаете? О вашей связи с родом, о вашем даре, о вашем продвижении, о вашем пути вперед. А не заботу эту скидывать, понимаете, и свой ресурс в одно рыло, которое тем более вами манипулирует. Слушайте, королева мечей, справедливость, да вы отсечь это должны, понимаете, отсечь. Ну, здесь любятина еще может быть. Вам чистка нужна, вам именно здесь завязки по любовной тематике очень прослеживаются для кого-то. На кладбище снимать нужно, работа деструктивная на вас. Вы как сами себя съедаете. А человек тот живет припеваючи за счет вот этих ваших дум, мыслей, которые идут не в то русло. Так, последняя позиция, это у нас ваш новый рост. Посмотрим, что вам обещает эта весна. Или же, что еще скрыто от вас. Давайте вот это вот, что нам обещает весна. А что скрыто, мы посмотрим на отдельной позиции. Изобилие, шестерка жезлов. Побеждать надо. Что скрыто? Фортуна, мир. Циклами у вас идет. Связь с родом циклами. Интуиция просыпается циклами. Кстати, по поводу циклов. Возможно, вы ночью больше соображаете. Вот знаете, вам как открываются, да,
некоторые моменты, а днем схлопывается эта информация, и вы начинаете, ну, извините за такой жаргон, вот реально тупить. Хотя ночью понимаете, что вы как будто совершенно другой человек, что, ну, вам все ясно, вам все понятно, и думается легче, и понимаете вы больше. Что скрыто, посмотрим. Так, что обещает вам весна? Ну вот. Тут защитники к вам выйдут. Если, конечно, будете сотрудничать с местами силы и с тем же кладбищем, здесь к вам выйдут защитники, и вы простроите очень хорошие защиты. Либо же вы поменяете полностью, ну, свое мышление, понимаете? Вы здесь... Вот так вот все-таки я положу. Надеюсь, вам там все видно. Здесь вы как сможете себя оградить от вот этого влияния. Чистки защиты либо вы сделаете, либо вы откажетесь от общения с этим персонажем, либо вы вообще смените, ну, образ жизни. Тут не важно. Здесь вы сможете защититься. Хорошо у вас будет по весне. Вы будете здесь защищать свое собственное мнение. И научитесь управлять своей жизнью, не обращая внимания на тот деструктив, который будет направлен в вашу сторону. Потому что вы уже будете под защитами. И много из вас, кто даже знает, что он будет предпринимать или что он должен сделать. Да, здесь связь с родом, девочки. Здесь осуществление всех ваших надежд будет. Слушайте, и королева пентаклей на дне, и жрица. Ну здесь в практике вы выходите в новый виток вашей силы. Так, давайте, что скрыто? Тяжело радоваться жизни вам. Тяжело найти источник радости. Тяжело найти источник радости. Борьба. Вы здесь как будто вот ждете, да, пока эта борьба идет. Когда же вот мне даст род поддержку, помощь, да, когда же вот этот рывок произойдет. Слушайте, ребята, что от вас скрыто? А научитесь высказывать свое мнение в массы. Я не знаю, здесь, знаете, вот... Заведите блог, который могут читать все. Я не знаю, канал на ютубе открывайте, говорите то, о чем вы хотите говорить, делитесь, чем вы хотите поделиться. Вот это вам и принесет эту радость. Вы здесь как найдете людей по вашему духу. Ваш род вас двигает, вы просто не понимаете, что бывают, да, бывают такие затыки, что ты уже готов выйти в поле и орать, да, мать же ж вашу, дайте мне конкретный намек. А знаете, в чем намек? Вы его и так знаете. Вот вы хотите двигаться, что-то начать, да, что-то, что вам по душе. Но в то же время переключаетесь на вот эту драчку, не пойми с кем, которые вот хотят... вашего ресурса, да. Вот вам нужно выходить в социум, заявить о себе всему миру. И поверьте мне, и радость будет, и интересно станет, и вы поймете, что вы не одни.
Это вам кажется, что, возможно, вас там не понимает или ну, не понимают люди, или если те, кто понимают, есть, то они очень далеко находятся, да, они рядом. Знаете, что скрыто? Что в этом будет ваша победа. Вот тут и произойдет ваш прорыв. Ваш род, он как бы, понимаете, он ждет, когда же вы сделаете то, что вы хотите. Не то, что нужно кому-то, а то, что вы хотите. Да, здесь тяжелая борьба с сущами. Здесь я не могу ничего. Но, и еще раз но, вам нужны единомышленники. Это вам поможет. Да, здесь чистка нужна. Здесь нужно себя очищать, искать то, что вас радует, то, что вы хотите, и не бояться, а брать и действовать. Ребят, здесь нужно от вот этого вот сделать передышку в любовной сфере. Для слишком тяжелых ситуаций, когда... Короче, давайте скажу так. Некоторым из вас нужно просто в грубую аскезу уйти. Особенно в плане интима. То есть, если никак не получается разорвать отношения, периодически там встречаетесь и, так сказать, у вас происходят вот эти моменты, то вот знаете, что через это вас откачивают, прилично так. То есть здесь аскезы еще для многих могут сработать. Но основное это вот, я вам уже в принципе все сказала. И вот я вам делаю расклад, да, получается, знаете, как мысли путанные бегают, короче, влияют. Вы вроде бы настраиваетесь, да, на что-то, и потом, хоп, вас как переключают, получается. То есть тут уже нужна сила воли. Если понимаете, что брать негде ее, да, вот, подпитки нет. Я вам уже сказала, что вам нужно сделать. Найти своих, показать себя. Не знаю, я там, возможно, даже пойти на обучение, да, найти единомышленников там. Как пример, я вам говорю. У каждого это, по-разному может быть. Для кого-то даже сменить работу. Может, вы на нелюбимой работе уже просто, задолбались, и вы понимаете, что это вас съедает, а так оно и будет. Потому что энергии этого мира очень меняются, и как раньше уже быть не может. Не прокатит. Работаю там, потому что деньги нужны. Не получится, не будет денег просто-напросто. Таких, какие были раньше. Если вы занимаетесь нелюбимым делом. Вот. О, как интересно, да, я здесь поскладывала. Так что вот такой вот был расклад по трансформациям. Оставляйте ваши комментарии, делитесь вашими историями, пожалуйста. Будет мне интересно почитать, у кого как это проигрывается, потому что, да, информации очень много, очень. Понятно, тяжело. И под сущами тут опять этот кубковый какой-то. Ой, гляньте, не могу никак нормальную карту найти. Вы на выборе еще стоите. Да, здесь выбор. Здесь выбор внутри вас должен произойти.
А чего же вы на самом деле хотите? Если вы хотите за какого-то мужика драться, значит, деритесь до тех пор, пока вам не надоест, или пока вы не сделаете каких-то определенных выводов. Поэтому вот как-то так на сегодня. А я с вами буду прощаться и в лучших традициях желать вам добра этого мира. Пока-пока.